Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам центральный мотив, который идеально подойдет как к летним вещам, так и более теплым. Я подготовила сегодня два образца, чтобы вы могли посмотреть и сравнить, как он будет выглядеть в более легкой пряже. Вот этот образец маленький у меня связан из хлопка, 320 метров в 100 граммах, и вязала я его на спицах номер 2,5. Вот этот образец побольше, который я вязала из полушерстяной пряжи, 150 метров в 100 граммах на спицах номер 4,5. Как видите, и тот вариант по-своему интересный, несмотря на то, что они смотрятся абсолютно по-разному. Еще такой мотив можно использовать для вязания стильного шарфа. В исполнении сам мотив очень простой, здесь используются самые простые приемы вязания, а в комплексе смотрится достаточно интересно. Ширина самого мотива составляет 31 петлю, а в высоту раппорт 12 рядов. Вместе с вами я буду провязывать полностью в ширину раппорт узора. Я взяла цветную пряжу, чтобы было еще одно наглядное видение этого узора. Итак, я буду провязывать полностью раппорт в ширину. Я набрала здесь 33 петли. 31 это полная ширина или же раппорт данного мотива и 2 кромочные. Первый ряд. Кромочную я просто переснимаю и начинаю вязание мотива. 1 изнаночная петля. Далее идут вот эти 3 петли с обвитием. Для этого я третью петлю перебрасываю через первые 2. Я их придерживаю немножечко указательным пальцем, чтобы они не слетели у меня со спицы. И перебрасываю третью петлю через них. Чтобы количество петель осталось прежним, я провязываю первую лицевую, далее делаю накид и провязываю вторую лицевую петлю. Все, обвитие выполнено, и петли, количество петель у меня сохранилось. Далее идет 1 изнаночная петля и минималистичная ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель на классическое, чтобы они не получались у меня скрещенными. Далее накид, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 1, 2, 3. И провязываю симметрично. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля и петли с обвитием. Я третью петлю подхватываю правой спицей и перебрасываю через первые 2, которые в свою очередь провязываю первую лицевой, делаю накид и вторая лицевая петля. Заканчивается мотив 1 изнаночной. Ряд я заканчиваю кромочной петлей. У вас наверняка будет идти лицевая гладь далее. Все четные ряды этого мотива провязываются по рисунку, то есть изнаночная петля провязывается изнаночной, лицевая лицевой, накиды все провязываются изнаночными петлями. Если же вы вяжете по кругу, также провязывается мотив полностью по рисунку, накиды, соответственно, провязываются лицевыми петлями. Думаю, здесь сложностей никаких не должно возникнуть, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную я переснимаю, и вязание мотива начинается. 1 изнаночная, 3 лицевые петли,
1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные петли, 2, 3. И провязываю симметрично. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 3 лицевые и 1 изнаночная. Я закончила провязывать весь мотив данного узора и закончила ряд кромочной петлей. 5-й ряд. Кромочную переснимаю, далее идет 1 изнаночная петля, 3 петли с обвитием, я 3-ю петлю перебрасываю через первые 2 и провязываю первую лицевую, затем делаю накид и провязываю вторую лицевую петлю. Далее 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля и 3 петли с обвитием. 3-ю перебрасываю через первые 2 и провязываю лицевая, накид, лицевая. И последняя петля мотива изнаночная. Я заканчиваю ряд кромочной, вы продолжаете вязание. 7-й ряд. Кромочную я переснимаю. Далее идет 1 изнаночная, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 3 лицевые, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные и симметрично 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 3 лицевые и 1 изнаночная петля. На этом я закончила вязание 7-го ряда. 9-й ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 петли с обвитием, 3-ю перебрасываю через первые 2 и провязываю лицевая, накид, лицевая. Далее 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные петли, 4 лицевых петли, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, 3 петли с обвитием, 3-ю перебрасываю через первые 2 и провязываю лицевая, накид, лицевая и 1 изнаночная. Я закончила провязывать этот ряд и заканчиваю его кромочной петлей.
11-й последний лицевой ряд данного мотива. Кромочную я переснимаю, далее идет 1 изнаночная, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 1, 2, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я поменяла расположение всех петель на открытое и провязываю 1 лицевой петлей. Далее накид, 5 лицевых, 3, 4, 5, 2 изнаночные петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 3 лицевые петли и 1 изнаночная. Ряд заканчиваю кромочной. Вот так выглядит этот мотив, часть его в более ярком цвете. Чтобы увидеть всю его красу вот этих переплетений, нужно провязать еще хотя бы 1 раппорт данного узора. Надеюсь, такой мотив, который состоит из очень простых узоров, вам понравится и вы найдете ему свое применение. Всем легких петелек и до встречи на канале!